Правительство выступило против законопроекта, запрещающего трудовым мигрантам завозить в Россию еще и свои семьи. Причина – конфликт законопроекта с международным правом и соглашениями. Ситуация с законом о запрете семейной миграции оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось. Законопроект, направленный на ограничение возможности мигрантов ввозить семьи в Россию, наткнулся на правовые препятствия, связанные с международными соглашениями, которые гарантируют мигрантам право на семейную жизнь. Казалось бы, все просто. Хотели запретить мигрантам возить семьи, но нет, законопроект застопорился. Как пишут СМИ, виновато правовое управление Госдумы, которое наткнулось на международные соглашения, гарантирующие мигрантам право на семейное счастье на русской земле, при условии наличия крыши над головой и денег в кармане. Лоббисты мигрантов, естественно, потирают руки. И для кого мы не так давно принимали поправки в Конституцию о том, что наше национальное законодательство выше международного права? Или это другое? Задаются вопросами люди. Конечно, другое понимать надо. Это же не какие-то там международные соглашения, а соглашения с многоуважаемыми партнерами, с сарказмом отвечают другие. Если человек приезжает к нам на сезонную работу, то какого черта он тащит с собой свою семью? Это сказал не кто-то, а зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Как следует из сообщения ряда издательств, Кабмин отказался от закона о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Проект является сырым и нуждающимся в существенной доработке. Говорится о возможном возникновении правовой неопределенности и так далее. Так что продолжим пока жить так, как прежде, погруженными в многосемейную мигрантскую среду, при этом в условиях полной правовой определенности. Кто же даст оборвать такую благость, когда мигрант приезжает в Россию и работает, зачастую нелегально, а сотня его родственников благополучно садится на социальные выплаты, здравоохранение и образование? С 2018 года Россия выделила более 60 миллиардов рублей на предоставление медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов медицинского страхования, возмутился Сергей Колясников. Для сведения, в основу законопроекта легли предложения двух думских фракций «Справедливая Россия. За правду» и ЛДПР. Согласно ряду положений будущего закона, запрещалось получение ВНЖ и гражданства России низкоквалифицированными трудовыми мигрантами, пребывающими на ограниченный срок по договору, а также предлагалось запретить въезд на территорию России членам их семей и близким родственникам. Лидеры фракции Сергей Миронов и Леонид Слуцкий были спокойны за судьбу законопроекта. Он не только отвечает чаяниям всего общества, но и, согласно предварительным консультациям, должен был найти поддержку у коллег из других фракций. То, что большинство депутатов поддержит введение запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, ранее подтвердил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Готовим законодательную инициативу, причем есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности, заявил спикер. Вряд ли наши опытные в своем большинстве депутаты упустили что-то важное, когда готовили этот законопроект по мигрантским семьям. Ну, разве что недооценили влияние диаспор и прочего разветвленного лобби, вставшего на пути этой инициативы Госдумы. В принципе, для решения вопроса у законодателей было два пути. Первый, наиболее простой, решить вопрос с семейным потоком иностранцев, прямым запретом. Приехал по договору, патенту, отработал в пределах установленного срока и давай до свидания, домой к жене и детям. Судя по всему, именно по этому пути и пошли депутаты, потому что второй вариант требует ломки всей системы социальной поддержки многодетных семей. То есть требуется устранить первопричины массового устремления к нам родственников мигрантов, в первую очередь жен и детей. Скажите, почему бы не жить в гостеприимной России, где пособия на детей мигрантов могут доходить до 125 тысяч рублей в месяц, при том, что обычная семья коренных жителей получает в 5 раз меньше? Почему это происходит? Глава семьи мигрантов, он же ценный специалист, основную часть заработанных денег получает в черную, в конверте. Его скромная официальная зарплата дает основание считать, что семья живет ниже прожиточного минимума. Мать не работает. Зачем? Ей проще рожать и жить на пособие. Как понимаете, даже 4 ребенка в семье – не предел. А скромные русские семьи, где чаще всего работают оба родителя и получают зарплату в белую, и могут только мечтать о такой государственной заботе.
Пойди депутаты по более сложному пути изменения законодательства, ставящего семьи коренных жителей хотя бы в равные условия с мигрантами, они не встретили бы такого сопротивления. Ведь это не прямой запрет, а давно назревшее устранение социальной несправедливости. Но говорят, что мы не справимся без мигрантов. В последнее время именно Госдума активно взялась за наведение порядка в миграционной сфере. Приняты уже десятки законов, и эти меры ожидаемо вызывают ропот и сопротивление как в азиатских республиках, поставщиках трудовых ресурсов, так и внутри России. Может быть, все дело в том, что Узбекистан наехал на Кремль, но нет. Как оказалось, даже в банковской сфере мы якобы стали задыхаться без мигрантов. Глава ВТБ Андрей Костин назвал катастрофической нехватку рабочих рук. У нас, кстати, лихо так по иммигрантам стали бить. Ребята, но без иммигрантов у нас экономика сегодня дышать не будет, нам эту тему все равно решать надо. Конечно, легко их выгнать на самом деле, но работать-то надо кому-то, заявил банкир. Впрочем, выяснилось, что рабочих рук не хватает у Объединенной судостроительной корпорации, переданной в управление ВТБ. Нехватка рабочей силы по разным профессиям составляет от 10 до 20%. И вот тут почему-то кажется, что речь не идет о нехватке низкоквалифицированных кадров. И правда, как выяснилось, на сегодня у судостроительной корпорации 54 вакансии, которые можно безболезненно заполнить, не прибегая к поискам среди сотен тысяч мигрантов. Да, и не откликнутся приезжие на эти предложения, им бы что попроще. Вероятнее всего и глава ВТБ тоже об этом знает. К чему тогда эти слова о катастрофе? Итак, у нас везде. Возвращаясь к законопроекту о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, которые завернули в Кабмине, хочется верить, что его не замылят, не заметут под ковер. Будем надеяться, что этого не позволят СМИ, да и сами депутаты, которые инициировали появление проекта. А пока законопроект застопорился, что мешает проверить, как эти самые семьи живут? Сколько человек ютятся на 10 квадратных метрах в резиновых квартирах? И откуда у гастарбайтера с зарплатой в конверте деньги на содержание 7 детей, 2 жен и целой толпы пенсионеров? Вот и поле деятельности для МВД. Так что пока законопроект дорабатывают, можно начать шерстить мигрантов уже сейчас, а заодно и работодателей потрясти, пусть вспоминают про обязательную медицинскую страховку для своих работников. В общем, работа есть, и она, кажется, не скоро закончится. Другой момент – это знание русского языка. На днях в Госдуму был внесен законопроект, в соответствии с которым детям мигрантов придется изучать русский язык, чтобы учиться в школах. При этом шансов на то, что он будет принят, очень много, потому что авторами инициативы выступили Вячеслав Володин, председатель Нижней палаты парламента, Ирина Яровая, а вместе с ними главы всех фракций. Так что очень скоро, вероятно, прямо со следующего учебного года, при поступлении в образовательные учреждения детей будут тестировать на знание русского языка и лишь после этого рассматривать вопрос о зачислении. Законопроект однозначно запрещает принимать детей, которые языка не знают. Чем же это обернется на практике? Скажем сразу, что инициатива прекрасная и долгожданная, без какого-либо сарказма или задних мыслей. Заняться этой проблемой надо было уже давно. Но и здесь не все гладко, обратим внимание на следующий момент. В законопроекте говорится о детях мигрантов, а если они уже не мигранты, а получили статус граждан России, а тогда все очень просто, увы, тогда они уже не обязаны проходить это тестирование, и с точки зрения законопроекта считается, что русский язык они знают отлично. Почему? Ну а как же, ведь их родители, как предполагается, сдали экзамен по русскому языку при получении гражданства. А потом, как опять же считает закон, их родители должны были интегрироваться в российское общество, и поэтому дети должны были вырасти в соответствующей языковой среде и не иметь проблем при поступлении в школы. А что в реальности, каждый скажет по своему жизненному опыту. Но если законопроект будет принят, то в школах снизится терпимость к детям, не знающих русского языка, и учителя смогут говорить то, что должны были с самого начала. Это не моя проблема. И в целом многое упирается в другой вопрос, который сейчас застопорился. А должны ли мигранты приезжать со своими семьями? А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока.